Всем привет! Долго что-то меня не было на ютубе, но я думаю, что особо никто и не расстроился. Мои 3 верных подписчика всегда со мной, всегда на связи. Что у нас здесь на Хоккайдо наступила наконец-то весна, горы снега растаяли, сейчас вот идет дождь, соответственно, белье мы сушим вот так. Здесь у нас еще на прищепках болтаются семейные паруса. Также в Японии начался новый учебный год, потому что здесь 1 сентября наступает с 6 апреля. И в этот период очень много людей сменяют место жительства, сменяют место работы, кто-то куда-то поступает, кто-то что-то заканчивает, все в этом роде. Соответственно, мы не исключение, и по этой причине монтировка затянулась. Долго я что-то там рассказывать и показывать не буду, а просто своими словами опишу нашу поездку и поделюсь впечатлениями. Так что пойдемте смотреть. Итак, в этот раз у нас была поездка в Обихиро. Кто не в курсе, это город на Хоккайдо, который находится в юго-восточной части острова, примерно в 200 километров от Саппоро. Население по официальным данным тут около 170 тысяч человек, но по ощущениям меньше. Город считается крупным и архитектурной структурой чем-то напоминает Саппоро. У меня иногда складывается такое впечатление, что Саппоро, Асахикава и Обихиро строились под одну копирку. Мы специально поехали не по платным дорогам, потому что хотели заглянуть в заброшенные деревни и посмотреть, кто там еще живет. Первой остановкой стал город Юбари, который когда-то был угольной столицей Хоккайдо, а теперь это город-призрак. Там мы провели почти 3 часа, и вот что увидели. Мэрия Юбари и Хэллоуарк, да, центр занятости тоже здесь. Облезлое здание мэрии Юбари Сиякосё, построенное в 1961 году. Оно до сих пор в ходу, и ремонт там не делался, наверное, с момента постройки, потому что город банкрот. Также мы посетили угольную шахту, которая встретила нас с закрытыми воротами на миниатюрном замочке. Ворота закрыты на какой-то такой маленький даже замочек. Тут расчищаются все дороги, снег убирается, но до самой шахты дойти нельзя. И район социального жилья, о котором я уже рассказывала ранее в своих видео. Еще мы наткнулись на заброшенное старое здание школы Фуриай, которая была закрыта в 2006 году из-за сокращения населения. Сейчас частыми посетителями этого места являются дикие животные – лоси, лисы и медведи. Судя по следам, здесь их очень много. Раз перепрыгнул и поскакал. Вон поскакал. Вон там еще по скакушке. Жаль, что мы не смогли попасть внутрь школы из-за завалов снега. Думаю, что там есть еще чему удивиться. Поэтому в планах летом посетить это место еще раз. Здесь джинджа есть. А это что там, табличка даже на русском. Да будет мир человечества во всем мире. За все время мы встретили только одного человека, идущего, я не знаю, там даже не в магазин, просто шагающего куда-то. То есть в округе есть, конечно, какие-то магазины, облезлые, очень-очень старые школы, очень страшная старая пожарка нашли мы. И все. Вот Сейкумарт есть, там вот дома, и здесь вот жизнь идет вот возле дороги. Если дома вдоль дороги располагаются, еще какая-то жизнь есть. Если вглубь туда поворачиваешь куда-то, все уже нет. В целом от посещения Юбари остается двоякое впечатление. С одной стороны, это город-призрак с пустыми или полупустыми домами и облупленными зданиями, а с другой стороны местные жители, которых не увидишь на улицах, но которые все еще подают слабые признаки жизни и хоть как-то
продолжают облагораживать свои населенные районы. Например, в центре города мы наткнулись на интересное явление постеров старых фильмов, которые красовались практически на каждом здании. Непонятно для чего это, но можно догадаться, что скорее всего таким образом жители сохраняют память о былом кинопрокате. После 2-3-часового шатания по заброшкам Юбари мы наконец выдвинулись в сторону Обихиру. Почему выбор пал именно в ту степь, ведь путь не близкий? Если честно, то потому что в Саппоро уже все приелось. Я понимаю, если бы это была моя первая или пусть даже 5-я поездка в Саппоро, еще куда ни шло. Но когда в течение 25 лет подряд наблюдаешь одно и то же, убиваются последние остатки дофамина. Поэтому за очередной порцией приходится ехать в абсолютно другое место. И на тот момент мы как раз попали на целых 2 таких зимних ивента. Фестиваль ледяных свечей Хётуя в парке Мемуро и световое шоу Сайринка. Фестиваль ледяных свечей Хётуя в парке Мемуро проводится раз в год и только в день Святого Валентина. Ледяные фонарики, сложенные в виде пирамид, сердец и лабиринтов с мягким светом свечи, создают волшебную атмосферу. Конечно, это не размах снежного фестиваля Юки-Мацури в Саппоро, но, по крайней мере для меня, хоть что-то новенькое. Потому что где бы я еще, как не в Обихиро, получила неожиданный флешбэк среди всего этого зимнего великолепия? Где, как не в Обихиро, я смогла бы увидеть шедевральную снежную детскую горку, прямо как из моего детства? Нигде. Такой аттракцион можно увидеть только здесь и нигде больше в Японии. Здесь убийственная горка из горы снега. У меня с этой горки флешбеки поперли. О, точно. Я помню, в моем ауле у нас каждую зиму лепили такие шедевры с особым углом наклона, практически в каждом дворе. И чтобы скатиться с такой и остаться в живых, нужны были заранее прокачанные скиллы и специальные подручные средства. Например, портфель, а лучше 2, свой и подружкин, а иначе привет, травматолог. У меня, конечно, сначала пронеслась легкая мысль о том, чтобы вспомнить былое и попробовать скатиться, но мои грыжи устроили восстание, я удержалась и не стала рисковать. Ну вот здесь вот такой ледяной блинчик. На таких блинчиках дети начальных школ, это школа Мемуро Сёгако, ученики школы начальной, вот такие эмоции слепили. А здесь вот даже из рамена, из помидорок сделал, и кто-то волосики вот здесь или челочкой из апельсиновой шкурки, а там дальше мы еще видели глазки или щечки, глазки, по-моему, сделали из морковки вот тут. После ивента в Мемуро мы зашли в местную изакаю и навернули дингисукан. Это когда мясо баранины жарится вместе с овощами прямо на столе в чугунном противне, обмакивается в соус и тает во рту. Это сугубо хоккайдское блюдо, мой отдельный рекомендацион для всех приезжих и путешествующих. Завершив трапезу, мы направились в сторону горячих источников Токачигава. Час езды, и ты уже в царстве разноцветных огней. Каждый год в этом месте устраивают ночные световые шоу. В честь кого бы вы думали? Людей? Нет, в честь лебедей, которые прилетают сюда зимовать, то есть в честь птиц. Потрясающе! Тут прям назревает вопрос, а лебеди в курсе этой вечеринки? Ладно, простые лебеди, хотя бы вожак стаи хоть раз посещал это пати. Мне прям до неприличия интересен этот нюанс, ведь это ж вау, какое было бы зрелище. 600 ламп, LED огней, синхронизированы с музыкой и лебеди на тусе. А кто бы вы думали настоящий кукловод этого светопредставления? Кто является главным спонсором Сайринка? Какая-то там компания? No, нет, этим всем заправляет обычный онсен Токачигава, то есть главный спонсор – общественная баня, тот самый онсен, на территории которого все и происходит. Почему онсен главный спонсор? Да потому что шоу привлекает туристов, которые потом остаются ночевать и греться в их горячих натуральных источниках.
Плюс реклама уникальных сельскохозяйственных кооперативов Токачи, которые изготавливают подсветку из их утеплителя, который потом на минуточку не выбрасывается, а используется снова в сельском хозяйстве. Ну и, конечно же, реклама местных крафтовых пивоварен, потому что после шоу народ идет пить пиво в онсене. Это не просто спонсорство, это умный японский маркетинг. Онсен не просто дает деньги, он делает их. Без сайринга туристы могли бы проехать мимо, а так огоньки увидел и в онсен зашел. Жаль, что в этом году все ушло под снег, но все равно было красиво. Кстати, музыка на шоу сплошь тренды из ТикТока, видимо для большого романтизма и стимуляции повышения рождаемости. После всего этого мы, конечно же, посетили онсен, но так как там крупные постеры везде и повсюду кричали, что снимать нельзя, видео отсутствует. Когда мы наконец выбрались из онсена, время было уже за 10, и тут у меня разыгралась фобия по поводу того, как преодолеть обратные 200 километров. Во-первых, по дороге скачут олени, об этом напоминают натыканные чуть ли не через каждые 500-600 метров знаки. А во-вторых, сплошные заброшенные деревни и села. Если что-то случится, дороги абсолютно пустые. Застревать посреди леса и гор как-то страшно. Но выбора не было. Мы все равно потихонечку выдвинулись и поехали обратно. Просто когда местами попадали в густой туман или в югу, где видимость падала до 50 метров, а вокруг была кромешная тьма, казалось, будто мы продвигаемся по темному тоннелю в никуда. Я никогда не испытывала такого панического страха, сколько бы мы раз не ездили в сторону того же Юичи, мыса Сяктан и Дахакудате. Там хотя бы дороги не такие разбитые и тянутся вдоль моря. Плюс населенных пунктов, в которых можно увидеть людей, побольше. Заброшки, конечно, есть, но не целыми населенными пунктами. И, кстати, на обратном пути нам все же попался огромный лосяра. Он каким-то образом спустился по горе на выступ, увидел нас и вежливо притормозил свой прыжок. Плюс ко всему этому по пути я нахлесталась кофе, чтобы не уснуть. И, конечно же, через полчаса уже бешено искала туалет. Но цивилизации вокруг было ноль. На дороге можно было встретить только обычный паркинг со спящими дальнобойщиками. Первый и единственный санузел обнаружился только через 1,5 часа езды в том самом заброшенном селе, где я снимала развалившиеся дома. У меня сначала был культурный шок от того, что в заброшенной глуши работает туалет, и там все идеально и чисто, то есть свет, вода, мыло, бумага, все есть. А когда я подошла к нему и дверь автоматически открылась, я остолбенела и получила шок в шоке от красовавшегося на стене огромного объявления, предупреждающего о том, что в туалете может находиться медведь. Серьезно? Это что, медвежья берлога с функцией санузла? В общем, меня отпустило только тогда, когда мы подъезжали уже к Саппоро. В итоге за эту поездку я побила свой личный рекорд. 400 с лишним километров с заездом в Юбари и почти 17 часов за рулем. Возвратились мы в 3 ночи. Вот такая получилась поездочка в наших хоккайдских губерниях. Конечно же, если кто-то решится посетить Обихиру, лучше остановиться с ночевкой и позаботиться об этом заранее.